Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Не обращайте внимания на голос, просто я немножко приболел. Ничего страшного. Победителем прошлого розыгрыша стал игрок Stalker NZ. Поздравляю тебя, друг. Приз я отправил на кладовщика кухни гурмана. А кому не повезло, не стоит вешать нос. У нас ведь новый розыгрыш. Эти вещи пожертвовал командир Гиви, поэтому отблагодарите его в комментариях, ребят. А для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, подписки я проверю, и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 17 июля. Удачи в розыгрыше. Ну что, товарищи, дождались. На обзоре у меня сегодня легенда зоны отчуждения. Бесшумная снайперская винтовка, которая была разработана в начале 1980-х годов. И название ей ВСС Винторез. Аббревиатура ВСС расшифровывается как винтовка снайперская специальная. Легендарное и красивое оружие, мечта и цель многих сталкеров. Неужели ствол и впрямь так хорош? Сейчас разберемся. Большой вклад в это видео внесли бойцы клана СВГ Вулкан, которые, кстати, ведут активный набор всех желающих, в том числе и новичков в свои ряды. Ссылки и контакты главы есть в описании и закрепленном комментарии под этим видео. ВСС имеет достаточно хорошую начальную кучность, темп огня в 900 выстрелов в минуту. А вот среднее влияние на пробитие, конечно, подвело, но в настоящих реалиях исправить подобный изъян не проблема. Два режима стрельбы, одиночный и автоматический. Два вида магазинов на 20 и 30 патрон. Говорю сразу, тридцатки очень дорогие, по 7-8 миллионов. Крепление ласточкин хвост, который позволяет установить ЭКП Кобра, оптический прицел ПОСП, советский прицел ПСО-1, прицел ПГО и прицел ночного видения. На глушитель устанавливается хомут с 36 мм на Пикатине, а на него тактическая рукоятка или фонарь Зенит. Стреляет это чудо патронами калибра 9 на 39 мм. Этот калибр имеет три вида боеприпасов в игре: ПАП-9, СП-5 и СП-6. Патроны ПАП-9 дешевые и легкодоступные, есть везде и у всех практически, но с ними никто не бегает, потому что это полная дрянь, пробовать я их даже не советую. Патроны СП-5 более-менее как промежуточные, что-то пробивает и даже убивает. Бегать с ними можно, если тебя жаба душит переплачивать. Хотя о каких деньгах идет речь? Ты купил себе ВСС, будь добр обслужить ее как полагается, по всем канонам. Берешь топовый патрон СП-6 и все. Добывается он путем обмена у плевка на новой земле. На один щит гамма меняется 410 патрон. Или у специалиста на одну гильзу меняется 500 штук, а также ты всегда сможешь их просто купить с доски. Друг, тебе надоело играть одному и ты ищешь себе напарника? Тогда заходи в мой Discord сервер. Тут найдешь себе компанию по душе, сможешь пообщаться с другими сталкерами. Также есть доска объявлений. А самое главное, ты не пропустишь ни одного моего нового видео на YouTube, так как в группе есть свой специальный бот, который оповещает о выходе нового ролика. Присоединяйся к нам, будь в курсе всего. Ссылка на Discord сервер есть в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Несмотря на то, что в игре класс оружия относится к снайперским винтовкам, я бы так не сказал. ВСС своими параметрами больше подходит к классу штурмовых винтовок. Связано это как минимум с эффективной дальностью стрельбы. Это средняя дистанция и баллистикой. Патрон летит как будто бы дугой. Объясняется это все тем, что винтовка использует специальный дозвуковой патрон с низкой скоростью полета пули, который разработан исключительно для ВСС и вала. Точно, как я мог забыть про вал. ВСС и вал в игре, по моему мнению, отличаются только прикладом. В остальном абсолютно аналогичные винтовки. Так что снимать отдельный обзор на вал я не вижу смысла. Историческая справка. Раньше, точную дату назвать не могу, но примерно в 13-15 годах ВСС имел только одиночный режим стрельбы. Тем временем вал напротив, только автоматический, и переключать режимы было невозможно. В тесте урона принимали участие бронежилеты 6Б4, Б11, Б12 и Б13. Все 4 подопытных легли после третьего выстрела. Стреляли патроном СП-6. Думаю, слова и какие-то комментарии будут здесь излишними. Что касается обвесов на ВСС, тут все просто. ПСО-1 или Кобра, потому что ПОСП хоть и приближает более-менее, но ВСС будет уже малоэффективно на эту дистанцию. Патрон будет падать, но если привыкнуть к баллистике, в принципе, возможно, что-то и получится. Но все же нужно понимать, что это не полноценная снайперская винтовка, а скорее штурмовая, и эффективная дистанция работы в игре — это средняя и ближняя. Если использовать ее на этих дистанциях, винторез будет крайне эффективно давить противника с колоссальным уроном. Также советую установить тактическую рукоятку, которая снизит отдачу. Если надумаешь покупать ВСС, то ищи сразу модифицированную, хотя бы с такими параметрами: 15 отдачи, 15 качания и 12,5 пробития. Это минимум, и цена такого мода будет составлять примерно 140-150 миллионов. Да, это дорого, но зато сразу будет играбельный ствол. Можешь и со стоковой, конечно, побаловаться, стоит она где-то в районе 70-80 миллионов, но такого спектра эмоций ты не получишь.
В общем и целом, легендарная ВСС-ка доступна далеко не каждому сталкеру. Оружие хорошее, и мне оно очень нравится. Сейчас я коплю себе на такую как раз. Это оружие в первую очередь для меня легенда зоны и неотъемлемая часть сталкера. Из минусов это короткая эффективная дистанция и среднее пробитие. Только вот пробитие поправить можно, а дистанцию, к сожалению, нет. Во всем остальном я считаю это лучшим оружием в игре, эталоном всего, что есть. И то, к чему нужно стремиться, по крайней мере я так считаю, и это мое субъективное мнение. Использовать ВСС-ку на доске очень эффективно, особенно в PvP сезон. На некоторых картах стрелять можно тупо от бедра. А если привыкнуть, то эффективность винтореза позволяет с одной двадцатки сливать по 3 противника, если, конечно, не тратить патроны впустую. Сравниться с ВСС может только один автомат в игре, и это не менее легендарный АК-107. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подпишись на канал и не забудь про комментарий. А ты хотел бы увидеть на обзоре АК-107? Увидимся в зоне, сталкер. Ну, проветришься, заходи.